Добрый день, ребята. Давайте краткий обзор по поводу столкновения. По крайней мере, расскажу те фишки, особенности, на которые обратил внимание, и как, в принципе, играть, побеждать в столкновении. Столкновение — это полезное мероприятие. Здесь есть один очень важный приз. Самый важный приз, который можно получить в столкновении для наших целей, для клана, для прогресса, это вот эти 2-4 ворота. То есть это тикеты на ворота, которые нужны будут потом впоследствии для Кракена, может быть, для Пиньяты, если кто хочет быстро звезды получать для рейтингов, но это нужно запасаться для Кракена. Соответственно, для того, чтобы получить этот приз, нужно закончить мероприятие «Всемирное столкновение» в топ 5000 мест войти. Обычно для этого требуется сыграть 50-60 дуэлей, чтобы гарантированно попадать в пятерку. Это зависит от активности игроков. Ну и по пути вы будете видеть. То есть ориентироваться минимум на 50 дуэлей и дальше уже добивать. Желательно заранее уточнять, какая команда побеждает, то есть записываться не предварительно на дуэль, а после начала, потому что обычно эта история происходит так, что какая-то команда начинает побеждать, за нее джонятся игроки, и просто достается победа тем, кто позже собирается в кучку. Бонус от победы — это умножение наград на 2. Соответственно, вы сможете вытащить не 2 билета с воротами, а 4. Уже существенная история. Тем более, что эти 50 дуэлей у вас спокойно наберутся в течение дня, там, вечера активной игры. Дуэли можно набирать очень быстро. Как эта механика происходит? Чтобы дуэль пошла, нужно нажать кнопку «Начать дуэль». Дуэль появляется только из тавтологии, короче. Дуэль для столкновения можно начать только через кнопку в главном меню, зеленую внизу. Через атаку дуэль нельзя начать, через контратаку нельзя. То есть это единственная история, чтобы запустить дуэль, это нажать зеленую кнопку. После запуска дуэли у нас тут какое-то рандомное, ни на чего не значащее окошко выскакивает. Для моментальной победы в дуэли с одного раза нужно набрать не менее 9000 этих самых синих блоков. Соответственно, неважно, как вы их наберете, до множителя или после множителя, если вы, начав дуэль, сразу же в первом бою получаете 9000 блоков, вы автоматически побеждаете в дуэли. Ну, сейчас не факт, что соберу 9000 блоков. Ну да. Так. 9180. Тютелька в тютельку. После победы у вас будут сейчас начисляться вот эти непонятные топлива для ракет. Ракета побежит. 5 топлива. Победа. Обратите внимание, что дуэль можно начать только когда появилась надпись зеленая. Бывает так, что вы слишком много топлива собираете, ну то есть собрали очень много очков, и у вас эта история с топливом очень долго капает. Вы не сможете начать новую дуэль, пока вы не закроете это окошко крестиком и не появится зеленая надпись. Если вы запустите бой раньше, то старт дуэли не засчитается. Вы дуэль сможете начать только после следующей игры. Соответственно, самая эффективная тактика — это собирать не менее 9000, прожимать крестик. Давайте сейчас мы наберем много. Как это будет выглядеть? Когда вы много набираете, там эта шкала будет заполняться очень
очень долго. И тупо ждать, пока она заполнится, нет смысла, нужно просто крестиком закрывать. Ну, тут достаточно много будет сейчас очков. 20-ка, да? Почти. Кстати, нет необходимости множителями закидывать. Если у вас уже 9000 набралось, просто можно, если вам никакие награды больше в множители не нужны, просто достаточно без множителей получить награды. Поехали. Вот, пошла эта штука заполняться. Она там будет заполняться далеко, за 5. Нажимаем крестик, появилась надпись, стартуем следующую дуэль. Таким образом можно быстро прощелкать дуэли, собрать себе сборку не обязательно. Не обязательно на лутбоксера, любую подходящую вам сборку, которая вам обеспечит возможность быстро проходить бои, набирать не менее 9000. Если вы уверены, если у вас есть сборка, в которой вы в каждом бою уверены, без множителя можете набрать 9000, за тех же Мобзил, допустим, с овердрайвом, то вы можете отключить полностью рекламу через DNS, как я это показывал в предыдущем ролике, и просто шлепать подряд просто шлепать дуэли, если вам нужно их набрать. Как бы вот. Сейчас пойдет заполнение. Обязательно закрыли крестиком. Все, дуэль засчиталась. Побежали дальше. Счетчик дуэлей пошел. Рейтинг внизу. 50 дуэлей. Больше 50 дуэлей. Там по ситуации 50-60. Этого достаточно. Чтобы победить в дуэли, стать чемпионом, взять 150 звезд и 50 билетов, которые потратятся за сутки с нашим подходом к игре, нецелесообразно. Тем более, что по моим подсчетам я экстраполяцию очков, которые вот я набрал, и которые у топа, и которые я набрал, я примерно прикинул, что там более 1000 дуэлей надо сыграть. А это значит 16 часов сидеть и крутить раз в минуту дуэль. Это, конечно, жестко. Это, наверное... А тут ачивка есть какая-то на эту историю? Ну, тут просто ребята, киберспортсмены, занимаются такой историей. Смысла в этом нет. Как бы другие награды... Дуэль чем хороша, что на маленьких уровнях ты можешь получить вот эти звезды большие, которые ты не можешь собрать никак больше, там лотбоксера нет и так далее, то просто за счет дуэлей, хотя ты за счет дуэлей 9000 камней не соберешь. В общем, где-то начиная с 40-х уровней мобов и героев можно спокойно закрывать дуэли и собирать вот эти ворота. Это очень важная история. Потому что получать хорошие результаты на Кракене, а это самое большое количество звезд клановых, именно идет за Кракен ивент. Без этого никуда. Так, дуэль можно начать и не набрать 9000, то есть набрать там 3 топлива для ракеты. Закончить дуэль можно любым другим способом. Допустим, через атаку напасть, собрать эти камни синие, кубики. Через приключения можно закончить дуэль. То есть любой другой способ, как набрать достаточное количество синих блоков, закроет дуэль. Единственное, что если там в какой-то момент вот эта ракета будет назад откатываться, то есть как будто бы тебя атакуют, если тянуть с дуэлью. И там может быть проигрыш, если ты начал дуэль, не собрал сразу же необходимого количества, там забил, вернулся. Но это все фигня. Я думаю, это искусственно созданная история. Просто это обычный паттерн. Ты стартуешь дуэль обязательно, когда написано начать дуэль, обязательно после дуэли крестиком закрываешь вот этот подсчет долгий и стартуешь следующий. И таким способом, с хорошо подобранным чемпионом, допустим, с выключенной рекламой, можно спокойно за, не знаю, 40 секунд делать дуэли. Ну, тут, конечно, еще тебе будут попадаться по пути вот в этой линейке
допустим, башни, которые могут влиять, пиньяты с золотом, которые тебе никак не помогут, пиньяты со звездами, которые тоже не помогают в дуэли. Ну, там плюс-минус за час чистого времени спокойно набирается эта история. Ну, или просто во время обычных ивентов, на которые ты тратишь в течение суток время, ты спокойно эту дуэль соберешь. Так, если я какие-то нюансы забыл, обязательно в комментариях давайте обсудим. Я добавлю к ролику комментарии. Вроде бы все. Все, хорошей игры.